Здравствуйте, друзья! С вами Валерий Табаков. Сегодня мы уделим наше внимание шпионажу. Шпионажу, который ведет Россия с целью обеспечения своих глобальных захватнических целей. Шпионажу, жертвой которого может быть любой из нас, как пел Владимир Высоцкий, если пьян и мягкотел. Итак, начнем. В последние годы активизировалась деятельность российских спецслужб по созданию глобальной шпионской сети. Это связано с ограничениями на передвижение их сотрудников после массовых высылок из западных стран, и которые теперь уже больше не могут путешествовать по миру. Об этом, в частности, рассказал журналист-расследователь Христо Грозев в одном из своих интервью, сообщив, что Москва и Севастополь стали центрами ведения вербовочной деятельности. В Санкт-Петербурге, по его словам, открыт новый центр Главного управления Генштаба ВС РФ, специализирующийся на привлечении новых агентов, включая криминальные элементы. В процесс вербовки и обучения вовлечены Александр Мишкин и Анатолий Чипига, ранее известные по делу об отравлении Скрипалей. Сейчас они занимаются вербовкой уголовников со всего мира, а также обучают шпионов. Грозев отметил, что Мишкин, который в начале войны в Украине действовал за линией фронта, теперь руководит учебными программами, в то время как Чипига, проживающий в Москве, обучает как профессионалов, так и непрофессионалов. Недавно были раскрыты планы российских агентов с целью устранения самого Грозева. Как выяснилось из материалов британской газеты The Guardian, болгарский гражданин Орлин Русев и австриец Ян Марсалик, бывший директор Wirecard, обсуждали похищение и убийство журналиста. Переписка между ними указывает на разнообразные сценарии наблюдения за Грозевым, его похищение, убийство или внедрение в его команду в издании Bellingcat. Русев и еще 5 болгар, включая Бизера Джамбазова, проходят по делу о шпионаже на Москву. Русев, согласно следствию, руководил группой, получая инструкции от Марсалика. Группа действовала в Великобритании, в Германии, Испании и Черногории. По утверждению прокуроров, шпионы за деньги собирали информацию о людях и объектах, представлявших интерес для кремлевской банды. Ключевой фигурой в деле оказался Ян Марсалик. Марсалик – бывший топ-менеджер Wirecard с 2014 года. По данным следствия, сотрудничал с ГРУ и ФСБ. После банкротства компании в 2020 году он скрылся в России, где живет под защитой спецслужб и продолжает управлять шпионскими операциями, несмотря на включение его в список разыскиваемых Интерполом лиц. Его новая личность обеспечена выданным в России паспортом на имя Германа Баженова. Что касается провала Марсалика, то этому сопутствовал крах Wirecard в 2020 году, который стал одним из крупнейших экономических скандалов в Германии. Почти 2 миллиарда евро, числившиеся как доходы компании, исчезли, вызвав ряд расследований по всему миру. Выяснилось, что ответственный за бизнес Wirecard в Азии Марсалик использовал структуры компании для финансирования действовавшей в Европе шпионской сети. В результате этого банкротства обострились международные отношения, а также раскрылись новые детали о связях бизнеса с разведслужбами. Главный бухгалтер Wirecard, немецкого концерна, с треском обанкротившегося
4 года назад молчал более 1,5 лет. Это банкротство стало шоком для тысяч акционеров и крупнейшим финансовым скандалом 21 века в Германии. 18 июня 2020 года выяснилось, что компании не хватает почти 2 миллиардов евро, и они, судя по всему, были просто приписаны к балансу Wirecard. Некогда считавшаяся надеждой и лидером немецкого финтеха структура в одночасье превратилась в пустышку, оставив массу вопросов не только к руководству концерна, но и к эффективности госнадзора ФРГ. Расследование закончилось официальными обвинениями прокуратуры в растрате 3 миллиардов евро в отношении руководства Wirecard, включая бывшего главу Маркуса Брауна, руководителя дубайского отделения Оливера Белленхауса, а также скрывающегося в России и сотрудничающего с российскими спецслужбами Яна Марсалика, бывшего финансового директора. Бухгалтер Wirecard, в отличие от Марсалика, никуда не сбежал. Он третий на скамье обвиняемых на процессе, который стартовал в декабре 2022 года. Но если Браун все обвинения в свой адрес отрицает, говоря, что никакого преступного сговора не было, а Белленхаус дал показания на себя и на остальных, став ключевым свидетелем стороны обвинения, то бухгалтер Wirecard молчал и заговорил только недавно. Главной надеждой обвинения являлось то, что ведавший с 2005 года бухгалтерией Wirecard бухгалтер рассказал все, что ему известно о сделках Wirecard со сторонними организациями за границей. Обвинение считало, и это подтверждено Белленхаусом, что заграничные сделки компании были фиктивными и проводились с целью создать иллюзию роста оборота концерна, а также для незаконного вывода средств. Бывший главбух в своих показаниях перед судом подтвердил, что ему приходилось, как он выразился, изготавливать заново различные финансовые документы, которых, по его словам, не хватало в отчетности и которых требовали аудиторы. Однако всю вину он переложил на Марсалика, якобы дававшего ему указания этим заниматься, и на Белленхауса, который, по его словам, помогал ему технически создавать фиктивные финансовые документы задним числом. Как заявил бывший главбух, сегодня я полагаю, что то, что господин Марсалик и господин Белленхаус поручили мне такую задачу, было ловушкой. В итоге Маркус Браун и 2 других члена правления Wirecard должны выплатить миллионные компенсации управляющему банкротством в связи с неоплаченными кредитами, выданными компанией сомнительному деловому партнеру. Такое решение 5 сентября принял судья земельного суда в Мюнхене Гельмут Кренек, удовлетворив иск управляющего банкротством Михаэля Яффе. Суд постановил, что 3 бывших члена правления Wirecard Маркус Браун, директор по финансам Штефан фон Эрфа и Оливер Белленхаус нарушили свои обязанности при принятии бизнес-решений, когда предоставили необеспеченный кредит на сумму 100 миллионов евро некой компании в Сингапуре. Кроме того, эти 3 топ-менеджера проявили небрежность при подписании облигаций, отказавшись от основательной финансовой проверки вопреки совету адвоката. В общей сложности, как постановил суд, управляющий банкротством получит с ответчиков компенсацию в размере 140 миллионов евро плюс проценты. Но, друзья, этот процесс только финансовая сторона дела. Все дело, как вы понимаете, и о чем я сказал в начале, касается именно шпионажа. И именно
с целью обеспечения шпионской деятельности российских спецслужб против Запада и была провернута финансовая афера. Таким образом, российские спецслужбы в ходе гибридной Третьей мировой войны против Запада продолжают развивать свои шпионские сети, стараясь обойти как международные ограничения, так и финансовый аудит. Используя таких агентов, как Мишкин, Чипига, Русев и Марсалик, они создают новые угрозы на глобальном уровне, включая покушения на журналистов и проведение разведывательных операций. Что же касается Болгарии, то особый вид угрозы в этом плане представляют собой структуры Болгарской православной церкви, возглавляемой русофильским патриархом Даниилом, поскольку являются средой, благоприятствующей внедрению российских шпионов в институциональные структуры западных держав. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, распространяйте это видео. До новых встреч!